Рыбаки, всем привет! Наконец-то удалось вырваться на рыбалку. Сегодня буду ловить щуку на живца. Погода отличная, ветра нету, без облаков, полный штиль, короче. Клевать щука будет, это однозначно. Вот такой вот пруд. Здесь я уже ловил. Приехал на свое место. Уже знаю, где особо так поклевывает. И буду раскидываться. Погнали! Итак, по поводу снасти. Сначала идет крючок, двойник, первый номер. Заказывал я с Алиэкспресса. Ссылочку я оставлю на все, что я заказывал с Алиэкспресса, в описании. Потом идет поводок 20 сантиметров. Силиконовый стопор для грузила. Грузило идет 7-граммовое, скользящее, обязательно скользящее. И чем больше мы устанавливаем глубину, тем выше поднимаем грузило от поводка. Я примерно ловлю на глубину с метр, поэтому поднимаю сантиметров на 10-20. И дальше идет поплавок. Вот такой вот специальный живцовый поплавок. Можно использовать любой поплавок. Главное его грузоподъемность, чтобы оно было в 2 раза больше, чем грузило. Грузило 7 грамм стоит, а поплавок 15 грамм. По поводу лески стоит леска карповая 0,35. Катушка обычная китайская и спиннинг тоже китайский 2,70. Можно использовать абсолютно любой спиннинг. Главное, чтобы желательно была вот такая катушка, так как щуки мы будем давать свободный сход лески. По поводу живца сейчас покажу, как я его насаживаю. Живец обычный карась. Сейчас какого-нибудь возьмем поживче. Вот такой вот карась. Жгучий. Насаживаю под жабры. То есть берем карася и заводим под жабру. Предварительно нужно снять застежку с поводка, так как она будет только мешаться. Заводим в рот, выводим и в петлю продеваем двойник. Так вот. Опа. И крючок, цевьё прячем в рот. То есть получается как-то так вот. Крючок торчит изо рта. Щука всегда, практически всегда заглатывает головой вперед. Поэтому засекается очень хорошо. Идем забрасывать первую снасть. Так. Кидать особо далеко не надо, так как в основном все поклевки случаются вдоль берега. Ну, карась он и сам к берегу подплывет. И также еще удобно использовать вот такие вот подставки. И брать как можно длиннее. Потому что есть такие же короткие, но это полная херня. Берите, если попадутся, как можно длиннее. Вот данная подставка, она длиной 40 сантиметров. То есть мы удочку можем поставить как горизонтально. Вот, удочка ставится горизонтально. Либо эту обратно складываем. И удочка уже ставится вертикально. Она втыкается в землю и особо не мешается. Главное ее потом просто не забыть. Вот такая вот глубина. Где-то с метр. И забрасываем. Вот так вот. Все, живец плавает свободно. Катушку, шпулю не закрываю, так как если щука клюнет, ей даю полный сход лески.
Принцип такой же, как и на зимнюю жерлицу. Щука хватает живца, отходит, заглатывает, и все, можно ее спокойно брать. Так, сейчас раскину остальные удочки. Все удочки одинаковые, то есть спиннинги обычный китайский. Также есть одна 5-метровая, я ее бросаю на середку. Тут посередине идет большая глубина, 3-4 метра. И вот одну удочку ставлю туда. Ну, поклевки там, конечно, редко, но а вдруг такая вот красота, тишина. Так вот ставится подставка, и все. И, кстати, такие подставки очень классно используются при ловле карпа. То есть удочка у них надежно фиксируется, и карп ее не стащит. Карась, грузила, поплавок. И погнали. Вот так вот. И остается только ждать. Еще раз покажу, какую снасть я использую, потому что это 100%. Некоторые будут писать, что за снасть, ничего не видно и так далее. Поэтому спиннинг любой можно использовать. Я использую вот такие вот китайские 2,70. Катушка тоже Китай. Так вот. Что удобно, они занимают мало места и раскладываются очень быстро. Меньше минуты. Все. Можно насаживать живца и те закидывать. Дальше идет крючок. Двойник. Первый номер. Заказывал я с Алиэкспресса. Кстати, поводки из топора я тоже заказывал с Алиэкспресса. Ссылочка, все будет в описании. Грузила, плавки покупал здесь, так как их там заказывать не рентабельно. И, к примеру, если будет зацеп, то в основном крючок и поводок остается на дне, и часто удается спасти поплавок и грузилы, но редко. В основном это все остается на дне при зацепе. Стопор, грузила 7-граммовая и поплавок, такой вот специальный живцовый, дартс называется. 15, грузоподъемность у него 15 грамм. То есть почти половина веса грузила. Глубину делаю около метра. И поднимаю грузило сантиметров на 20-15. То есть в зависимости от глубины. Чем больше глубина, тем выше поднимаем грузило. Вот поводка. Живец карась. Вот такой вот карасик. Насаживаем под жабры. Заводим поводок под жабры. И продеваем туда крючок. И цевье заводим в рот карасю. Все, можно идти закидывать. Пока отходил, то есть насаживал эту удочку, уже есть одна поклевка. Поплавка нету. Леску пока не сматывает. Так, пускай пока заглатывает. Сейчас вот это закину и буду вытаскивать. Так, кину я вот здесь.
Так вот. И оставляем. Шпулю не закрываем. Принцип идет такой же, как и на зимней жерлице. Я уже говорил. Щука свободно стравливает леску и заглатывает. Стоит пока без движений. Буду подсекать. Конечно, тут особо кустов нету, поэтому зацепиться никуда не должна. Опа, есть. Есть. Опа. Есть такая, для этого пруда неплохая вполне. В основном здесь ловятся щуки в районе килограмма. Такая вот щучка. Большие попадаются очень редко. Единственное, какую тут ловили, это на спиннинг на 5 килограмм. Но и то не точно, так как ловили при мне. Я не видел. Поэтому, может быть, приврали. А так, по весне тут перегораживают все сетями. Даже по выходным тут ловить просто нереально. Все абсолютно в сетях. Так, сейчас посмотрю, как заглотило. И очень часто, когда при таком способе насадки щуку очень сильно заглатывает. Ящики бардак. И вот смотрите. Так, сейчас. Давай. Сейчас покажу точнее, как она заглатывает. Поэтому не всегда получается мелкую щуку отпустить. То есть она все равно погибнет. Никогда не покупайте такой вот зевник, потому что полная херня. Щука его просто выплевывает. Вон где у нее крючок. Так, сейчас камера наведется. То есть уже в желудке. И отпускать ее просто невозможно. Так, сейчас я покажу. Вот все. То есть у нее уже вон там вылез немножко желудок. Если отпустить ее, она просто сдохнет. Подключаюсь к камере через Wi-Fi к телефону, так как в предыдущем видео многие жаловались на то, что я снимаю ни то, ни другое. Камера уходит. Кстати, на этой удочке тоже поклевка. Сейчас буду вытаскивать. Так, щуку сейчас забросим в воду. Ух ты! Дно какое илистое. Так вот зацепим. Плавка нету. А леску. И леска натянута. Сейчас я покажу. Кстати, увела в кусты. Так что надо вытаскивать. Потому что может зацепиться. Запись идет. Запись идет. Ёкарный бабай.
В кустах поплавок. Ой, и щука есть. Ух ты, как она прыгает. Я сегодня без сачка, это уже покрупнее. Опа, леску срезала. Вот это уже такая за килограмм. Причем крючок у нее вылетел через жабры. Она достала до лески и ее срезала просто. Такая уже за кило. Сейчас я покажу. Вот такая вот. Уже неплохая. Так, ладно. Надо перезакидываться. Возможно, еще что-то будет. Уже неплохая. Пошла жара. Так, надо садок сюда вынести, положить ее. Иначе она у меня тут уйдет. Если еще парочку штук, то сниму видео, как я копчу рыбу. Вот уже 2 штучки есть. Неплохо, так сказать, открытие сезона 2019. И да, кстати, по поводу браконьеров я говорил. То есть по выходным сюда приезжают, все перегораживают сетями, абсолютно все. То есть, если ловим, к примеру, вот я ловлю на живца, он же поплавок плавает, и очень часто я цеплял сети, прям очень часто. То есть, как было все тут сильно перегорожено. А по весне, так, не понял, поплавок сразу под воду ушел. Кстати, поклевки такие могут быть, вы только забросили, поплавок сразу под воду, а нет, карась. Живец просто потолще. А по весне щука заходит в овраги. Вот там дальше есть овраги. И их просто перегораживают сетями. И всю щуку крупную просто выбивает. Единственный плюс какой, это то, что этот пруд, он зарос. И поэтому здесь не ловит бреднями. При мне тут одни заходили с бреднем, но даже не смогли его выволочь. То есть туда столько тины набилось, а щука вся перепрыгнула через бредень. Они кое-как его вывели на берег, обматюкались и поехали домой. Вот столько поплавков. И грузила, кстати, тоже оптом. Самый расходный материал. Кстати, кидайте живца чуть подальше, он все равно будет сам приплывать к берегу. Вот удочка, поплавок у берега. Кидаем как можно дальше. Вот так вот. И все. Главное не забыть открыть шпулю, оставить открытой. Живет целый. Вот так вот.
Такая вот удочка у меня 5-метровая. Как раз ставлю я ее на середину. Поплавок поднимаю как можно выше. Вот так вот. 2-3 метра. И грузил сантиметров на 40. И кидаю как можно дальше. Вот так вот. Ставлю на рогатину. Еще одна поклевка. Эх ты, как мотает. Тут плетенка стоит. Так, буду подсекать. Наверное, уже давно стоит. Эх ты, как далеко смотала. Что-то есть. Свободно поднимаем. Уж такой помельче, чем все. И смотрите тоже, как зацепился. Сейчас попробую отцепить. Если отцепится, то отпущу. Если без проблем отцепится. Так. Экстрактор. Такой экстрактор, как я уже говорил, не берите. Потому что полная ерунда. Зацепился вот. То есть она его заглотила. Причем очень-очень сильно. То есть вот. Не знаю, на камеру будет видно. Но отпускать ее уже бессмысленно. То есть она не выживет. Ладно, отпущу. А вдруг? Нет. Все. То есть они цепляются так, то что уже отцепить беспроблемно никак не получается. Заглатывают головой вперед. И все. И у них крючок получается уже в горле. Практически в пищеводе. Карась целый. Так вот, поближе к кустам. Еще есть поклевка. Пока не мотает. Буду подсекать.
Опа. Что-то есть. А, нет. Сошла, кстати, была. Вот покусала живца. Нужно идти за новым. Ну что, давайте, рыбаки, за рыбалку. Сейчас должна начаться вторая фаза клёва. Днем я тут ловил, поклевок вообще не было. В основном начинает клевать уже в сумерках вечером. Днем клюет только когда пасмурно. И то редко. Обычно в сумерках, когда вечереет. И с утра. Но чаще всего с утра. А иногда даже и с утра клёва нет, когда, то есть, ветер. Особенно холодный ветер. Тогда клёва вообще нету. Бывает, то есть, одна поклевка, пару и все. Она хватает живца и сразу сходит. Не более того. Ждем. Сейчас перезакидывал и живца съела. То есть была поклевка. Я ее прошляпил. Ладно. Будем ждать. Так, еще есть поклевка. Поплавка не видно. Леска натягивается потихоньку. Сейчас будет сматывать. Прям тихонько натягивается. Вот-вот. Опа, вот она плеснулась. И подсекаю. Эх ты, сразу в сторону. И выплюнула. Вот так вот прожевала поводок. Поводок, то есть под замену. Но небольшая была. Еще результативно получается ловить такой снастью. Если, к примеру, взять пару спиннингов и, то есть, ходить по пруду. То есть прошел, закинул их, посидел маленько и дальше. То есть так облавливать большую акваторию. Кстати, нужно почаще перекидывать, потому что при забросе, либо так живец очень часто путает. И получается иногда, то есть, когда вытаскиваешь, там грузило рядом с поплавком. Поэтому нужно иногда, желательно почаще, проверять удочки. Иначе они просто стоят впустую. Если долго не клюет, значит карася вот так вот порезала. Поплавок, то есть, не движется. В основном, если долго стоит на месте, нужно обязательно перекидывать. Так как вот как карася покусала. И нужно менять живца. Еще одна поклевка. Ништяк. Но пока не тащит. Небольшая. Этот уже зацепился не сильно. И можно будет отпустить. Тихонько, тихонько.
мелкий карандаш был. Прям очень мелкий. И карася так неплохо пожевал. Ничего, еще на заброс пойдет. Потом поменяем. Так вот. И все. Еще одна поклевка уже на другую удочку рядом. В основном все поклевки происходят у берега. Потихоньку сматывает. Прям чуть-чуть. Пошла. Опа. Есть. Так, что-то на дне цепанули. Тяжело идет. Такая вот красавица. Так, сейчас посмотрим, как заглотила. И вот так вот в основном при таком методе насадки, ну, конечно, зевник просто идиотский. Не знаю, на камеру будет видно, но крючок уже в желудке практически. Вот так вот даже приближу. Поэтому не всегда ее получается отпустить. Крючки хоть и китайские, но очень острые. Зачет. Очень часто, короче, карась просто вот так вот прибивается к берегу и стоит на месте. И нужно перекидывать. То есть ходить и проверять удочки. Леска тонущая, из-за этого путается в тени. Ловить очень неудобно. Карась целый. Вот так вот.
кустам. Как раз где вся рыба. Вот именно поэтому нужно то и дело проверять снасть. Путает просто жуть. Капец, даже узел завязался, блин. Тут уже поглубже. Не знаю, поклевка, не знаю, нет, но поплавка нету. Леска на месте стоит. Что-то есть. Сейчас выведем ее на бережок. Так вот. Опа, поймал. Фу. Успел. Так что щуку лучше не поднимать за леску. Моментально срезает ее. Вот так вот. Старая леска карповая, 0,35. И обрыв. Заглотила очень сильно. Сейчас я покажу. Эй-эй-эй-эй. Кто вот такие зевники делает? Она его просто выплевывает. И все, вылетает. И все, вылетает. Страх. Даже пасть не раскрывает. А вот как заглотила. Вот где крючок. То есть он уже в желудке. Сейчас камеру. Вот так вот. То есть без ущерба его никак не вытащишь. И в основном все 90% поклевок щука вот так вот заглатывает живца. Вот так вот. Крючки отличные, да и поводки пойдут. Вот такая вот щучка. Закоптить пойдет. Походу клюнула с глубины.
Потому что поплавок прет против течения. Точнее ветра. Может и живец. Живец. Хотя нет. Была поклевка. Ну как и задрала. С этой стороны тоже. Покусала. Живца. Перенасаживаю. Ну что, пора домой. Часов с 8 где-то клев вообще перестал. До этого нет-нет, стукнет. То есть живца либо порежет, либо собьет. А это совсем перестал. Удочки я сложил. Остался живец немножко в кане. Выпущу. А на следующую рыбалку лучше еще наловлю. Такой вот крупный остался самый. Такой вот. Конечно, вряд ли он выживет. Щука его, наверное, съест. Так вот. Все, теперь улов. Сейчас покажу. Так, поймал, если я не ошибаюсь, 5 штук. Одну отпустил. И еще где-то поклевок 6-7 было. То есть либо сбивала живца, либо его просто резала. Сейчас вывлю все. Сколько слизи. Почти весь кан слизи. Попалась одна неплохая. Вот такая вот где-то за килошку. До сих пор живая. Поймал, кстати, то ли второй, то ли первый, уже не помню. И причем все, которые попались, заглотили уже практически до желудка. Они, кстати, вот эта большая, у нее крючок сразу вылетел, она поэтому еще живая. Остальные, видите, сразу сдохли. То есть чуть я задел пищевод крючком, и все. Моментально погибает. Уже закостенели. Да ёкарный бабай. Вот такой вот улов. И помимо этого еще вот такой улов. В том году я сколько вывозил, и в этом уже навозили. На эту сторону не так много народу приезжает, а та сторона полностью, то есть там мусор, баклажки, там с той стороны вывозить бесполезно. Там потому что есть подъезд, а к этой стороне тут перепахано, не на всем еще проедешь. Поэтому тут более-менее чисто, немногие доходят. Ну что, рыбаки, если понравилось данное видео, то ставим лайки и подписываемся на канал. Всем пока!